Сейчас на всякие кнопочки старт понажимал. Сейчас. Ой, что такое нам показывает. А, нет, на экране нормально. Хорошо. Все, суббота, 11 утра. Это значит традиционно. Заседание секты объявляется открытой. Нам тут в комментариях написали, что нас так мало смотрят, потому что мы все похожи на секту. Ну, значит, не будем расстраивать людей, будем продолжать быть похожими на секту. И раз секта собралась, зрители пришли, даже не зрители, а как называется, парафияне. Ну, короче, сектанты собрались, можно начинать. Ну и традиционно тогда начнем с утренней проповеди субботней Владимира Золотарева. И передаю слово. Добрый день. У нас тут, кстати, тоже... нет, сегодня нету. У нас тут церковь теперь рядом. Вот образовалась за окном. Кстати, хорошо поют. Вот, на удивление. То есть тут сохранилась вот эта культура всякого церковного пения. Вот, и вот в любом селе, наверное, вот там, где есть церкви, вот хор присутствует церковный. В принципе, хорошо поют. Вот. Так что вот такие вот удивительные вещи случаются. Поговорим о таких локальных таких моментах, о нескольких таких локальных моментах, просто для удобства и лучшего, так сказать, понимания того, как нам себя вести, как действовать и так далее. То есть первый чисто такой житейский, бытовой, там, я не знаю, как его еще назвать, вот, момент, связанный с различного рода дискуссиями. Особенно дискуссиями в интернете там, и в соцсетях. А состоит он вот в чем. Я сам не могу вот это делать, о чем я говорю, но призываю всех хотя бы задуматься о существовании такой проблемы и мысленно, так сказать, пытаться ее решить в каждом конкретном случае. В том, что дискуссия может преследовать как бы разные цели. Особенно дискуссия в соцсетях, которая по определению является публичной. То есть мы говорили в прошлый раз, что соцсеть на самом деле выглядит как набор индивидуальных посланий в никуда, вот, но на самом деле является публичным местом, и люди, особенно люди, как бы не сильно вот рефлексирующие по поводу своей деятельности, они воспринимают это как толпу и свое поведение в такой среде, они себя ведут, как будто если бы они находились в толпе, да, то есть они подменяют мышление инстинктами, то есть там эмоциями и так далее. Ну, вот редкие там персонажи, такие как мы, то есть которые там думают и которые хотят просто высказать мысль, они действительно это делают. Вот. А остальное это как бы вот общение происходит на уровне эмоций, вот, потому что соцсети это такая большая толпа, и это диктует свои законы высказывания. Вот. И в частности, когда мы с кем-то спорим, там надо просто понимать две вещи. Нужно ли нам этого человека переубедить, или нам нужно высказать позицию? Дело в том, что это эти вещи, которые могут очень резко противоречить друг другу, и в одной и той же дискуссии вы две эти цели достичь сможете очень редко. Если вам нужно переубедить человека, то высказывать какие-то серьезные аргументы, вы можете это сделать, но в принципе ваша задача скорее психологическая. То есть вам нужно понять, ну вот нравится вам, допустим, какой-то персонаж, да, и вы решили его перевербовать на свою сторону. В принципе, перевербовать на самом деле можно любого, потому что каждый человек, он либертарианец по своим внутренним как бы убеждениям. Другое дело, что он этого не понимает часто, у него там куча наносного какого-то мусора с детского сада еще, ну вот, о том, что надо делиться там, ну, я не знаю, в какой форме оно там у него присутствует, вот, у всех по-разному, да, или там родину любить, или еще какая-нибудь чушь там, вот. Но все люди, конечно же, либертарианцы, как по своему поведению, так и по реальному поведению, да, так и по своим, на самом деле, идеям, которые лежат внутри. И вот перед вами, если вы хотите действительно человека перетащить на свою сторону, стоит задача скорее психологическая, то есть вам нужно увидеть, где у него вот эти вот пунктики, да, которые мешают ему, что называется, открыть глаза, вот, и увидеть мир таким, каков он есть,
И для этого, конечно, вам не нужно с ним спорить там, по поводу, там, не знаю, там, роста денежной массы там, или еще каких-нибудь таких научных, там, условно говоря, вещей, да, там, самопринадлежности даже. То есть вы можете просто поразгласить эти тезисы, так сказать, зная, что кто-то еще будет их читать. Вот. Дальше, как бы, говоря с этим человеком, вы скорее, ну, как бы должны не оттолкнуть его, как минимум, да, и постараться, найдя вот эти вот моменты, да, где он, ну, как бы ошибся, да, где он не понимает, где он верит в какую-то ерунду, вот, которая, ну, как бы не позволяет увидеть ему реальность, вот, и попытаться аккуратно это все убрать, так сказать, не прибегая, опять-таки, к аргументации, да, вот, серьезной научной. Вот. Почему? Потому что, когда вы это делаете, то с вами начинают полемизировать. И опять-таки, они, контраргументов у них нет, то есть они как их начинают там выдумывать, они начинают эмоциями. То есть, ну, вот это вот все опять, так сказать, получается знакомая всем вот эта каша, вот, в которой вы ничего не добьетесь и как бы задачу не решите. Но другое дело, если вы как бы просто хотите высказать аргументы некоторые, вот, зная, что переубедить вам тут именно вот здесь и сейчас никого не удастся. Вот. Ваша задача просто, поскольку это соцсети, поскольку это толпа, это публичное место, просто, грубо говоря, написать на заборе некие слова, которые могут не обязательно тем, кто вот сейчас там находится, да, с кем вы там дискутируете, а другим людям, которые придут и прочитают, они могут на что-то указать. Вот, и тогда вы можете смело всех посылать там куда подальше и просто вот спокойно, что называется, вот выкладывать, так сказать, определенную позицию, аргументируя и не обращая абсолютно внимания там на разные вопли, там, значит, которые будут это все сопровождать. Вот, и желательно не реагировать, конечно, на них, но тут и можно реагировать на самом деле, потому что это, в принципе, вы с ними, с этими людьми не собираетесь, там, условно говоря, детей крестить. Вот, то есть у вас с ними нет ничего общего и никогда не будет, и вы это знаете прекрасно. Например, вы приходите куда-нибудь, ну, условно говоря, в группу там любителей там налоговой инспекции, да, и вот они там, значит, вот казятся там, значит, что надо всех, значит, еще больше наложиков там и так далее, и всех все отнять и поделить. Вот, вы там спокойно излагаете про то, что налоги это грабеж там и так далее, и так далее. Вот, сделали и ушли. Да, то есть они там показились, вот, переругались и так далее. Вы, еще раз говорю, можете там с ними спорить, если это интересно, а можете нет, потому что бывает, ну, как бы спори, я, например, иногда спорю, потому что бывают самые какие-то идиотские вроде бы возражения, но все равно на них нужно искать ответ, да, то есть вы должны быть готовы ответить на любой вопрос, в какой бы идиотской форме он ни звучал. Потому что для человека он может выглядеть вполне логичным, и для другого читателя он может выглядеть вполне логичным. Вот, но потом они вам скажут, вот вы не ответили на какой-то там вопрос, хотя вопрос сам по себе может быть идиотским. Но вот даже это нужно сказать, что ваш вопрос идиотский, он как бы нелогичный. В нем, допустим, там 3 части, и все 3 части противоречат друг другу для начала. Да? Вот. То есть это все надо делать тоже. Но можно, еще раз говорю, этого не делать. То есть ваша задача просто высказаться, вот повесить на заборе, так сказать, вот это дадзебао, вот, и спокойно уйти. И эти 2 вещи, они как бы разные. Да? То есть вот первое мы говорили о том, что когда вы хотите поговорить хотя бы с человеком, либо начать с ним разговор, еще лучше, так сказать, ну, что-то ему действительно вот объяснить, то с ним надо действовать как психолог. Вот, то есть не надо его там давить аргументацией, а просто попытаться понять, где он закомплексован. Да? То есть, потому что чаще всего это действительно уходит корнями в психологию, то есть это как бы такие религиозные уже моменты, да, то есть они там во что-то верят, и вот надо просто показать там аккуратно, опять-таки, что это вера, во-первых, а во-вторых, что это, ну, мягко говоря, не соответствует фактам. Ну, или какой-то теории, да, которую пока никто не опроверг. Вот, как бы опровергните эту теорию, тогда будем разговаривать. А пока нет, она считается как бы валидной. Вот. То есть вот эти вот штуки, которые между собой путать очень нежелательно, и если вы как бы добьетесь успехов, да, вот хотя бы в этом методологическом, скажем так, моменте, да, то будет значительно эффективнее и легче вести как бы разговоры со всей этой публикой, ну и, соответственно, решать наши с вами задачи. Значит, следующий такой
маленький момент, это по поводу, он на самом деле не маленький, он очень серьезный, это большая научная проблема, вот, но я просто хочу поставить здесь этот вопрос, а именно учиться всегда отделять тоже моральное от правового, да, то есть, ну вот, к примеру, ну, я не знаю, что там взять, ну, к примеру, там, вот это вечная тема там по поводу, допустим, там абортов, да, или там детей, вот там либертарианцы, там, при либертарианстве там какие-то злые родители будут избивать детей, да, а либертарианцы будут там типа запрещать им, значит, всем остальным там реагировать, потому что не будет там этой службы, которая отбирает у людей детей, их, собственно, по политическим мотивам. И как же теперь мы будем без этой, значит, замечательной службы жить? Вот. То есть здесь вот в таких вот моментах очень часто подменяется как бы право моралью и наоборот, да, и надо всегда четко видеть эту грань и говоришь, ребята, вот эта проблема такого сорта, вот эта проблема такого сорта, давайте просто не будем смешивать. То есть, к примеру, что касается абортов, то с точки зрения права, так сказать, аборт не есть убийство. Да? Или там, к примеру, защитники животных там применяют такой термин, как убийство. Да? К животным этот термин не применим. Убийство применяется, то есть это правовое понятие, то есть вы можете говорить убийство только чисто в бытовом как бы смысле таком, да, но ни в коем случае не в правовом. Они пытаются так как бы всегда это преподнести как нечто равное убийству человека. Вот. Просто по той простой причине, что животные не являются частью вот этой всей правовой системы, да, то есть они, грубо говоря, сами себе на жизнь не зарабатывают, то есть они в обмены не вступают и так далее, и так далее, и так далее, то есть у них нет большинства качеств, которые присущи людям. Это не хорошо и не плохо. Это просто вот так, да, то есть поэтому вот право, оно в этом смысле, оно абсолютно нейтрально. То есть оно может быть только при определенных условиях, то есть участниками права и вообще как бы всей этой системы могут быть только взрослые люди, опять-таки, да, то есть дети не могут, то есть вот это тоже надо понимать. Как бы нам не хотелось, как бы мы не любили наших котиков, но надо понимать, что слово убить, то есть вот нельзя людей вот обвинять в том, что вы там убийцы там котиков или собак. Как бы это аморально, да, то есть люди, которые вот, ну, там, допустим, вот убивают зверей без надобности, они, конечно, поступают аморально. Вот. Но к праву это не имеет никакого отношения. Да, то есть это разные вещи, как бы нам не хотелось это все смешать в кучу. Вот. Тем не менее, это вещи разные и, соответственно, разные последствия, потому что мораль – это как бы, скажем так, вещь такая очень условная, да, то есть, грубо говоря, она не может быть переведена в право, хотя это постоянно делают, ну и опять-таки вот там государство тоже это очень любит делать. Оно берет какие-то моральные как бы, вещи и делает их там правовыми ради своих интересов. Вот. Ну, типичные примеры – это, например, проституция, да. То есть считается, что это аморально, хотя во многих обществах это никогда не осуждалось и, в принципе, принималось как норма. Вот. Да и на самом деле и в западном обществе это тоже принимается как норма, и аморальным оно является с точки зрения, там, условно говоря, правящего класса, вот, который хочет таким образом как бы контролировать класс, которым он правит. Вот, а общепризнанная мораль, она относится так вот, да, условно говоря, да, вот. Но, тем не менее, это считается аморальным, и, значит, поэтому мы это запретим, да, курение марихуаны считается аморальным, поэтому мы это запретим, там, употребление любых других наркотиков считается аморальным, поэтому мы это запретим. Вот, как бы, во всех случаях, когда право смешивается с моралью, мы получаем катастрофу. Да? То есть мы получаем катастрофу борьбы с наркотиками, которая продолжается на Западе, там уже, наверное, уже скоро как 100 лет. Вот, абсолютно как бы разрушительная деятельность, за которой там миллионы смертей, разрушенные экономики, там и прочее, 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 Афганистан, всякие там, и это все есть последствия вот этой вот фигни моральной борьбы с наркотиками. Да, я уже не говорю, там, сухой закон в Америке, классический пример сухой закон в Советском Союзе, который, слава богу, единственная польза от того, что он помог этот Советский Союз поскорее там развалить. Вот. То есть, когда государство, в данном случае у нас силой, которая создает, ну, условно говоря, правовые нормы, в кавычках, конечно, является государство, оно уже их энфорсит, когда государство лезет в эти моральные штуки,
всегда возникает катастрофа, и по-другому быть не может, поскольку моральные штуки не являются как бы правовыми нормами. Да, они являются вещами, которые находятся, они могут выступать как норма, вот, они могут выступать в качестве хотелок, и в этом смысле они тоже хороши и полезны, но они не могут быть правом, поскольку они не универсальны. Это, как говорится, это ваше мнение. Да? Вот в отношении морали можно сказать, это ваша точка зрения. В отношении права этого сказать нельзя, потому что это как бы точка зрения универсальна. Вот. Поэтому это надо всегда видеть. Это надо всегда видеть и не пытаться, например, спорить с теми же там защитниками животных, доказывая им, что вот убивать животных – это хорошо. Ну, вот. Это не та позиция. Надо просто сказать, что, чуваки, вы пытаетесь вашу моральную как бы, позицию вот, перевести в область права, тем самым вы даете государству повод для того, чтобы оно вмешивалось в эту область, и ничем хорошим это не закончится, как и в любой другой области, куда оно сует свой нос, везде вот как бы наступает катастрофа, везде наступает, значит, полный раздрай, и самое интересное, что вот эти моральные цели, они никогда не достигаются все равно. Как бы вы ни запрещали, что бы вы ни делали, то есть вот эти ваши моральные, то есть вы можете радоваться, что наконец-то кто-то там, какая-то полиция будет за этим следить, но животных от этого меньше убивать не будут. Точно как же, как и, значит, количество там наркоманов, что регулируешь, что не регулируешь, оно примерно одинаково, поскольку, собственно говоря, оно, значит, определяется количеством у людей, у которых есть физиологическая предрасположенность, и они, значит, могут попасть в зависимость, и остальные не могут. Вот и все. Это количество в среднем как бы статистически примерно одно и то же. Есть как бы соответствующие графики, которые уже всем набили оскомину, да, что вот регулирую, не регулирую, а количество, ну, вернее, процент, скажем так, этих людей, он примерно одинаков всегда. Вот. Потому что у них есть, ну, то есть они вот как бы отличаются от других своей физиологией, просто в этом смысле, что они могут быть наркозависимы. Вот. А мы с вами в большинстве случаев нет. Вот. Если мы сами, конечно, этого не хотим, если это уже не психологический момент, да, потому что так называемая наркозависимость и там зависимость от сигарет, например, да, она имеет скорее психологическую причину, нежели как-то связано с физиологией. Ну, потому что я, например, бросил курить за один день. Я просто перестал это, я проснулся как-то утром и подумал, что я больше не курю. С тех пор я ни разу не курил. Вот. То есть и я знаю много таких людей, и да, мне иногда снится, что я там курю сигарету, я в ужасе просыпаюсь, думаю, блин, что я делаю? Потом оказывается, слава богу, не это сон. Но есть, например, у меня друзья, которые с трудом бросали, да, с трудом. Но эта штука, у нее психологическая как бы природа, вот это покурить, и я понимаю, она там заполняет паузу, да, особенно если это работа, это перекуры, и в армии особенно, да, вот в армии там перекур – это святое дело. Вот все курят, а если ты не куришь, ты как болван стоишь рядом, и тебя заставят работать. Естественно, все начинают курить, чтобы, значит, да, перекуривать, значит, со всеми вместе. Вот. То есть, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть просто возвращаясь к этой нашей теме, то есть никогда не надо путать мораль с правом, и когда вам предъявляют какие-то там закидоны, всегда смотрите на предмет того, нет ли здесь опять-таки путаницы морали с правом. Но опять-таки призыв, да, вот там мужчина должен защищать, значит, родину, там тыры-пыры, там. Может быть, это можно, ну, считать каким-то моральным требованием, да, вот есть моральное обязательство внутреннее, что да, блин, война, там, тыры-пыры, пойду-ка возьму винтовку, значит, и буду стрелять в супостата. И многие люди, подчиняясь этому моральному требованию, идут, значит, вот, как бы добровольцами, и честь с ними хвала. Вот. Но они-то хотят сделать из этого морального требования правовую норму, да, что, значит, вот ты должен, значит, любой должен, я ничего не должен, я должен только тогда, когда у меня есть договор. Когда у меня есть договор, тогда я что-то должен. А так просто потому, что вам захотелось, я ничего вам не должен. Вот. То есть вот эти вещи надо сразу различать и, вот, и сразу, значит, давать, ну, как бы соответствующий ответ. Вот. Ну, и последний момент, который я хочу только затронуть, потому что он огромен, так же, как и предыдущий, кстати говоря, там, если вы там поинтересуетесь на тему морали и права, и на тему морали в праве, и прочее, там дискутируют уже несколько столетий. Вот, и как это одно от другого отличительно. Но, тем не менее, это вещи различные, это надо понимать. И один из приемов как бы демагогии состоит в том, что
путают эти две вещи между собой сознательно. Иногда просто, ну, вот как эти тетки, которые сидят в Канаде и учат нас, значит, как надо воевать. Вот. Значит, вот они совершенно как бы, ну, интуитивно это все делают, да, то есть они учились там ни в каких школах там демагогии, вот, но всегда этот приемчик используется подсовывать мораль как правовую норму. Вот. А последнее это такое просто замечание по поводу экспертизы, да, то есть вот смотрите, сейчас мы переживаем массовый как бы кризис экспертизы, причем уже давно. Вот. На самом деле наука перестала, скажем, не то, что перестала, а вопросы к ней возникли как к некой такой священной, неприкосновенной, скажем, даже где-то и этически всегда позитивные вещи, еще на самом деле в начале 19 века, как это ни странно, да, потому что книжка про Франкенштейна, это первая антиутопия, была написана там в 1820 каком-то, дай бог памяти, году, это еще начало как бы 20 века. Вот, там, где позиция ученого, который создал монстра, вот, была поставлена, ну, скажем так, под сомнение, да, то есть, что там человек, значит, работал на благо, а в итоге получился монстр. Вот. Но, тем не менее, весь 20 век мы жили, как бы, и час 21-го жили под сенью, как бы, науки, да, и считалось, что вот эксперт, и, допустим, вот работа в СМИ, она строилась всегда следующим образом, то есть, по классике, да, то есть если происходит какое-то событие, то есть вы должны дать фактаж, вот, то есть что именно произошло, да, потом дать мнение одной стороны и другой стороны, если это конфликт, вот, и желательно вам еще иметь мнение внизу, значит, плашечкой прикрепленное, как сейчас, значит, делает этот Цукер, значит, делал с ковидом и глобальным потеплением делает до сих пор, где будет, значит, высказано мнение эксперта, который, значит, расскажет, как на самом деле все это обстоит. Вот так должен строиться материал в газете, там, в журнале, а потом на интернет-сайте, неважно где, по классике, как бы, вот объективной журналистики, если таковая может быть. Ну, вот, то есть нужно, значит, просто рассказать, что случилось, высказать точки зрения сторон, вот, а потом еще, значит, сверху навесить на это все вот экспертизу. Вот. И так, в общем, мы привыкли к такой подаче любых новостей, мы это так все воспринимаем, и когда появляется эксперт, это вот именно дядя, который, значит, с высоты вот этой науки нам расскажет, что же, правду нам расскажет, значит, как же оно на самом деле все выглядит. Вот. Но оно, конечно, весь 20 век, конечно, это позиция, с одной стороны, все время, значит, ну, вот как бы нагнеталась, с другой стороны, она все время, ну, вот как бы дискредитировалась, и окончательно она подверглась как бы дискредитации уже массовой вот во времена ковида, да, и уже сейчас эксперты это скорее минус, чем плюс. Вот. Но тем не менее, тут важный момент состоит вот в чем, что есть экспертиза частная, а есть экспертиза как бы публичная. И что делает вот государство? Почему эта экспертиза вообще существует? Почему существует экспертократия вот это сейчас? Почему экспертиза используется как средство давления? Просто потому, что формально государство существует в виде демократии. Да? Что это предполагает? Предполагает, что все избиратели должны быть экспертами во всех вопросах, за которые они голосуют. Ну, представим себе государство, которое ограничивается, вот минимальное, значит, государство, которое любят монархисты и которое, допустим, вот ограничивается только вопросами защиты прав собственности и, значит, обороны, там, внешней и внутренней. Вот. Соответственно, когда вы идете в любые другие места, то есть оно не лезет, и вся публичная дискуссия идет вокруг этих, естественно, вопросов, да, вот, то есть высказывают одни, другие, там так или это, как мы потратим эти аналогии, вот. И когда вы идете на выборы, то есть вы, по идее, конечно же, все не могут являться экспертами в этих, значит, сферах, вот, но так или иначе, по крайней мере, их всего 3, да, и так или иначе мы как-то еще можем во всем этом разобраться. Вот, даже не будучи экспертами, но уже тут появляются эксперты, которые работают в публичной сфере. То есть это когда вам нужно организовать безопасность своего дома, да, вы нанимаете эксперта частного, который вам вашу частную безопасность решит. Да? А здесь уже появляется публичная экспертиза безопасности как некого общественного блага. Это уже совсем другая фигня. Почему? Потому что
В случае частного эксперта, то есть вы рискуете, и он рискует, да, то есть он вам может не то посоветовать, его репутация может после этого пострадать, а вы, значит, потом расскажете, что вот этого человека я нанял, а вот у меня тут украли что-то, вот, или еще что-нибудь такое случилось, вот, и он вам будет говорить вещи, которые никогда не скажет, например, публичный эксперт. Почему? Потому что публичный эксперт ни за что не отвечает, да? То есть это удивительный момент, мы должны очень четко понимать. То есть взять историю публичных экспертов, некоторые люди это делают, что все эти, значит, предсказания, да, ну вот у нас есть, например, сейчас в связи с войной такие персонажи, как Пьянковский, например, и так далее, которые, вот любой ролик его откроете, значит, там, вот он будет рассказывать, что Путин через 24 часа умрет, и все, каюк, значит, это самое, ничего. То есть Путин до сих пор жив и прекрасно себя чувствует, но его по-прежнему приглашают все равно в телевизор, зачем все равно там вот это вот все озвучивать. Представьте себе в частной экспертизе, чтобы такое было, да? То есть чувак там завалил это, завалил то, здесь все развалилось, вот там горит у него пожар на заднем плане, вот, а он, значит, его все равно приглашают и деньги ему, значит, платят за эту экспертизу. Может такое быть? Нет, да? Вот такое все возможно только в смысле публичной экспертизы. Так вот, что мы имеем? Мы имеем ситуацию, когда, вот, допустим, у нас 3 области, еще ладно, худо-бедно, мы еще можем проголосовать, допустим, представляя себе как бы сами, что такое безопасность, да, и видя этих экспертов тоже и сравнивая их друг с другом, ну, еще в состоянии мы сделать какой-то более-менее осознанный выбор. Но практически любая сфера жизнедеятельности сегодня является публичной сферой, публичной. Здравоохранение, там, дороги, там, безопасности всякие, освоение космосов различных, вот, и освоение земных недр, там, океанов, морей и так далее. Что вы не возьмете, это все публичная сфера. И везде, значит, соответственно, это все, что это значит, это предмет голосования. То есть этим занимается государство, а это как бы публичная фигня, вот, и которая в их вере считается, что вы, избиратели, должны определять политику в этих сферах. То есть у вас какую сферу вы не возьмете, да, это все публичная сфера, соответственно, там сидят публичные эксперты. Вот. Вы не можете в силу своей природы, да, высокое разделение труда, соответственно, вы не можете быть уже экспертом буквально в каждой сфере деятельности. Опять-таки, в частном обществе, если вам надо, вы наймете здесь эксперта. Если вам в любой из этих сфер, да, но если мы говорим о публичной, то вы этого сделать не можете. Вы должны либо верить вот тем, значит, этим барбосам, которые вам будут с телека публичные эксперты рассказывать, как оно и что, вот, либо не верить, либо я не знаю, что делать, да, но вот у вас другого выхода нет. То есть все сферы деятельности теперь публичные. Вот, соответственно, вашего мнения уже быть не может в такой ситуации, потому что вы сами прекрасно понимаете, что вы всего знать не можете. Вот, во всех областях вы экспертом быть не можете. И у вас, еще раз говорю, выбор: либо верите тем экспертам, которые озвучивают любое мнение, за которое им платят, и которые ни за что не отвечают, вот, либо не верить, либо не ходить на эти выборы, либо нет. То есть поэтому надо четко понимать, что любая ссылка сегодня на экспертов есть просто профанация. Профанация экспертизы как таковой, да, потому что это эксперты не частные, им не платят, на самом деле, за экспертизу, они не несут никаких последствий, у них нет никаких обязательств перед вами, значит, в отношении, ну, вот как бы вот этой экспертизы. Соответственно, считать их экспертами просто нельзя. Вот. И даже если они говорят правду. Да, ну, может быть такое, то есть там часы, которые стоят, они тоже 2 раза в день показывают правильное время. Вот. Но как бы здесь вот та же самая вот история, да, то есть это может быть только случайно, но в принципе любая такая вот экспертиза, она должна отвергаться. То есть любые ссылки на экспертов подобного рода вы должны ставить под сомнение, говоря, что почему я должен ему верить, кто его нанял, да, то есть наняли ли его частные лица, или он озвучивает позицию для какой-то государственной политики. То есть если это частные лица, да, еще можно как-то этому делу доверять, а если он озвучивает, значит, в рамках там какой-то дискуссии по поводу там государственной политики, то ему верить просто нельзя по определению, да? Вот. Поэтому, конечно же, решением является ликвидация государства, ну и для начала там демократии, поскольку она ставит всех в ситуацию, которая требует быть экспертом во всем, да, чего не может быть просто по определению в нашей жизни. Вот.
И для этой ситуации нет выхода, потому что если мы не можем быть экспертами во всем, то у нас немедленно появляются эксперты публичные как бы эксперты, вот, которые, как мы сказали, отвечать ни за что не могут. Вот, поэтому тут вот либо так, да, то есть либо она должна быть сокращена полностью, эта вся сфера там до 2-3, чего, как мы знаем, быть не может уже, вот, либо от нее надо полностью отказываться, но в любом случае надо понимать, что вся эта экспертиза как бы не является аргументом сегодня, да, просто потому, что ее высказывают лица, которые не отвечают никак не отвечают за свою вот экспертизу. Вот. И они сейчас везде, да, то есть они там комментируют буквально все, что происходит, вот, потому что все, что происходит, является сферой деятельности государства. Вот. То есть если бы не было выборов, да, кстати говоря, да, то есть вот опять-таки такой получается парадокс, если бы это была не демократия формальная, понятно, что, конечно, там никто никого не избирает, вот, но тем не менее, если бы это было не так, то, конечно, мы бы имели другого вида тоталитаризм, может быть, более, кстати говоря, простой для его ликвидации, потому что там не было бы вот этой вот всей иллюзии вот этого выбора, иллюзии, значит, там экспертизы и всего прочего, всего прочего. Вот, то есть был бы вариант, условно говоря, фюрер отвечает за все. Ну, если фюрер отвечает за все, то, ну, вот, значит, это прекрасная на самом деле ситуация, потому что ликвидируешь фюрера, и все, на этом все заканчивается. Вот. А если как бы ты вроде бы как бы выбираешь, и ты должен вот как бы выразить свое мнение по этому поводу компетентно, а ты этого не можешь сделать, потому что частной экспертизы здесь нет, а есть только публичная, вот, а публичная там не пойми что, вот, ну, то вот, конечно, все это превращается в фарс, профанацию, но многие люди продолжают в это верить, и вот как белочье колесо, оно будет вращаться незаметно, в смысле очень долго, да, то есть вот поэтому, собственно говоря, демократия и существует, то есть оно решает именно эту задачу, куда направить поток недовольных. Да, вот есть недовольные, а они недовольны всегда разными какими-то вещами, локальными, это то, вот, что им делать. У них есть решение, как бы вот надо идти голосовать. Да, и вот они вращают вот это вот колесико, в результате система не меняется, и все, значит, хорошо у них продолжается, вот, и будет продолжаться еще дальше. Вот на этом, собственно говоря, у меня все. Ну вот, если есть вопросы, давайте, пожалуйста. Да. Ну, одна из версий демократии, существует такая теоретическая, как делегативная демократия, когда люди выбирают эксперта для решения и делегируют ему решение вопросов, в которых он, собственно, компетентен. Таким образом, эксперт отвечает своими действиями. Если он один раз обосрался, то все, его уже больше никто никуда не выдвигает. Есть такая фантастическая теория, в принципе, о том, что, например, если там, нужно построить мост, то выбирают специалистов по строительству мостов и делегируют им право только строить мост, и ничего более. Ну, там, если кто-то занимается медициной, то делегируют экспертов по медицине, они занимаются медициной, и ничем другим они не имеют права заниматься и лезть в другие сферы деятельности. Такой. Но тех экспертов, которых мы видим по телевизору, это все-таки шоу, и это нужно понимать, что это шоу, поэтому... Если человек это табличка эксперт, это значит, человек играет роль эксперта и говорит то, что ему можно говорить. Потому что если он один раз скажет, ну, мы уже это обсуждали, если он один раз скажет не то, что можно, то второй раз на экране он уже не появится. Это как бы понятно. Ну, актер должен играть свою роль. Хуже гораздо, конечно, с экспертами, которые, например, пишут экономические колонки во всяких типа около научных журналах, там, сайтах, да, типа «Экономическая правда», «Лига», там появляются персонажи, которые пишут по экономике какие-то статьи, причем они постоянно их там пишут, у них есть свои колонки, а потом, когда ты их читаешь, ты понимаешь, ты читаешь что среднее между выступлением бабушек Путина и какого-нибудь третьеклассника сельской школы где-нибудь там в глубинке, где нет телевизора, а есть только книжка по марксизму-ленинизму осталась в библиотеке и «Капитал» Карла Маркса. Вот и все, он смог прочитать в этой жизни. Но, тем не менее, они считаются экспертами, их допускают, а всех остальных, естественно, не допускают. Ну, так вот уже, потому что вряд ли вас или меня, или даже Романчука попросят написать колоночку для «Экономической правды». Ну, не попадаем мы в эту сферу, не попадаем.
Ладно, это так, отступление, вопросы. Что Владимир думает о санкциях? Во время войны можно торговать с врагом или лучше полный эмбарго? Понимаете, мы говорим про государство, вот, то есть это ж война как бы государства, которые ведут. Но вообще говоря, в войне как бы с государствами мы должны выделять не две стороны, а четыре. Вот, всегда есть, да, то есть так называемый народ, который, понятно, что это условное обозначение, просто это большое скопление людей, которые могут действовать или думать одинаково на определенные темы. Вот, то есть народ может принимать участие в войне, может не принимать, может принимать наполовину, может как бы быть разделенным как бы между враждующими этими государствами, но это всегда четыре стороны. То есть каждое государство ведет войну против своего народа всегда. Вот для этого оно, собственно говоря, и существует. Так называемое мирное время – это просто время, когда государство себе спокойно воюет со своим народом. Вот. Военное время – это когда к этому процессу присоединяется еще другое государство. Вот. И тогда они воюют между собой и продолжая воевать со своими как бы народами. Вот поэтому, когда мы говорим эмбарго, да, вот такой ситуации, эмбарго и вообще как бы санкции. То есть формально говоря, как минимум две проблемы возникают. Первое, отвлекаясь от того, значит, момента, о котором я сказал, чисто газетный такой, да, в котором в этом взгляде мы не видим этих народов, мы не видим этого разделения на государство и народ. Вот. А работают ли они? Да, вот такой вот формальный взгляд. Работают ли эти санкции? В примере с Россией мы видим, что практически нет. Вот. То есть, да, при том, что они направлены как-то непонятно куда. Да, то есть сделать плохо всем русским. А зачем? Ну вот я, например, если бы я был сейчас каким-то там командующим и так далее, да, то первое, что бы я сделал, это наоборот, всячески пропагандировал в России мысль о том, что государство это одно, а народ это другое, и что российское государство угнетает. Ну вот представим себе, что сейчас идет война, вот у нас нет государства, идет война российского государства против украинского народа, да, а у нас государства нет, нам надо ее выиграть, эту войну. Нам надо ослабить противника. А для этого его надо разделить как минимум, да, чтобы не было ситуации, когда российское государство и российский народ вместе единой кучей, значит, наваливаются на, значит, вот, несчастный украинский народ. Вот. Хотя бы для этой цели, да, то есть я бы уже говорил, что это разные сущности, а это действительно так. Вот. И нет никакого смысла, например, в санкциях, которые никак не трогают государство, но от которого страдает этот российский народ, вот, ну, отдельные люди, скажем так, да, то есть в них просто нет смысла. Вот. Если уже говорить о санкциях, то есть санкции, смысл есть в санкциях, которые каким-то образом могут прищемить, значит, российское государство. Но в данном случае я таких санкций, кстати говоря, не вижу особенно. У них там волшебным образом бюджет растет. Вот. Да, там есть, периодически случаются какие-то там катаклизмы, то рубль упадет, а потом он опять начинает расти. Ну, в общем, да, их там немножко трясет, конечно, от этого всего. Но сказать, что как-то сильно плохо стало товарищу Путину и его клике от этих санкций, я не могу. А тогда какой в них смысл? Да, вот чисто продемонстрировать там солидарность с Украиной, такой солидарности нам не надо, нам лучше танки. Вот, то есть какой смысл тогда в этих санкциях, если русское государство чувствует себя прекрасно? Вот, и с ними ничего не происходит. Ну вот. Следующий вопрос, что могли бы быть в природе такие санкции, которые бы повлияли на это государство? Да, могут быть такие санкции, но опять-таки надо понимать, что любая санкция – это как бы удары и по своим тоже, да? То есть вот это государство от щедрой своей руки вот вводит санкции против любого государства, но на самом деле это не оно торгует, а торгуют люди. И если вы там запрещаете продажу чего-то, значит, там, допустим, какому-то государству, то, соответственно, те, кто это продает у вас, да, то есть это же какие-то люди это делают на продажу, они же не хотят сделать там хорошо Путину, да, просто Путин это один из покупателей, да, и вот приходит, ну вот как бы государство говорит, Путину больше не продавай. Кто пострадает от этого дела? Государство нет. Пострадает от этого дела производитель вот этого конкретного продукта. Вот, то есть это всегда тоже удар по своим. Поэтому, в принципе, санкции может применять только
более сильная экономическая страна. Когда Украина вводит санкции против России, это смешно, да, потому что это вот как в той, значит, картине там Васи Ложкера, да, вот где они там отрезают друг друга разные органы, вот это русские так делают, вот в данном случае мы так поступаем, вот, потому что мы более слабые, в слабой позиции находимся, то есть мы себе сделаем хуже, грубо говоря. Вот, поэтому в этих вопросах нужно быть ну, очень аккуратным, учитывая вот эти вот все вот обстоятельства. Первое, что есть 4 стороны, на самом деле, а не 2. Вот, что, значит, каждое государство воюет против своего народа, и что санкции должны быть такие, которые ударяют по государству. Вот, если мы хотим как бы его победить. Вот такие санкции нам нужны, и в данном случае это были бы, конечно же, санкции, связанные с нефтепродуктами. Вот. Если бы их ввели с самого начала, ну, то, конечно, было бы тяжело. Ну, вот, да, там был какой-то запас, значит, в России, вот, который они могли бы проедать, но, тем не менее, его нужно было бы проедать. Вот. А сейчас они прекрасно, значит, торгуют, продают там через третьи страны, ну, пусть с дисконтом. Они и раньше с дисконтом. Почему у них покупали? Почему у них от них зависимость возникла, в конце концов? Давайте с этим вот сначала вот разберемся. Почему эти все Германии и все прочие плачут? Да потому что русские продавали дешевле. Потому что это, ну, практически госконтора, да, она может работать себе в убыток. Вот, они продавали дешевле всех остальных, поэтому у них покупали, естественно, да, так всегда бывает на рынке. Отсюда и возникла эта вся зависимость. Но это не значит, что эта зависимость вечная там, и так далее, и так далее. Перестаньте покупать, платите дороже, вот, делайте там еще какие-то вещи. Но если вы действительно хотите повлиять на это государство, вот у него есть, значит, источник дохода постоянный, да, в виде продажи, значит, энергоносителей. Серьезный источник дохода. Да, то есть вы там отрежете, я уже не знаю, сколько там, по-моему, я уже не помню, какая там часть бюджета у них образуется, значит, но серьезная часть бюджета у них образуется от продажи энергоносителей. Не покупайте у них энергоносители. Все. Вот тотальная эмбарго именно, не там отдельные какие-то там моменты, вот, а именно тотальная эмбарго на покупку энергоносителей способна нанести серьезный урон российскому государству. Не российскому, опять-таки, народу, да, то есть мы должны эти две вещи четко разделять, вот, а вот этому государству, которое пытается воевать. Вот такая штука, да, такая штука может. Все остальное нет. Все остальное рано или поздно. Вопрос санкций, когда это просто время, сколько понадобится для того, чтобы ее обойти. Вот. Там запретили высокотехнологические те, там микросхемы и прочее, прочее, прочее. Это просто вопрос времени, когда возникнут хитрые схемы для того, чтобы они смогли опять это все покупать. То есть такие вещи всегда обходятся. Вот. А тотальная эмбарго, допустим, труднее обойти. Да? То есть вот как это было когда сбили корейский Боинг, дай бог памяти, в каком-то там 83-м году, по-моему, это было или нет, я уже не помню в каком. Вот тоже, значит, тогда были все эти ситуации с эмбарго и так далее, и Советский Союз очень сильно обижался. Почему? Потому что ему было немножко больно от этих санкций. Вот. А нынешней Российской Федерации как бы не очень больно от вот этой всей имитации. Наверное. Да, деятельности много, она очень бурная. Вот, там потрясают каждый раз, значит, кулаками на всяких там международных сборищах. Там 5-й пакет, 25-й пакет санкций они вводят. Вот, против того, против этого еще же персональные санкции есть, да. Вот, причем иногда против людей, которые вообще уже давно живут на Западе, никакого отношения не имеют к этой России. Вот. Ну, такое дело. Но это все можно как пропаганду, да, как пропаганду это все, значит, можно говорить, что вот мы, значит, там помогаем Украине. Вот. Но, конечно, реальной помощи от этих санкций в таком виде, как они есть, быть не может, а даже скорее есть вред. Да, потому что человек, там, живущий там где-то там, не знаю, в каком-нибудь Курске, вот, и который там ни сном, ни духом, и который там тихонько не любит Путина, да, и тут, значит, благодаря санкциям там что-то с ним происходит, вот, он подумает, а может быть, ему надо любить Путина все-таки, может быть, что-то там, может быть, Западом что-то не то, раз они такое творят, потому что он страдает, а он при чем? То есть, при том, что мы видим, что
как бы влияние, ну, особенно в России. Россия классическая фашистская страна, да, то есть там буквально все вот как по Муссолини. Вот берем, открываем, вот там это все есть полный рост. Вот. И, значит, после этого говорить, что как-то могут эти, значит, там избиратели или кто угодно повлиять на происходящее, нет, не могут никак. Вот, то есть, причем, почему они должны, значит, это все страдать от этого всего. Вот, их, наоборот, надо делать союзниками, а их делают врагами. Ну, как, собственно говоря, ну, вот это самое государство, оно по-другому не может. Вот, оно все испортит. Вот, просто, еще раз говорю, когда вы хотите понять, как правильно, представьте, что вот у нас нет государства. Вот у нас мы воюем сами против вот этой России, да. Как нам тогда поступать? Как нам тогда поступать? Где у нас приоритеты, кто у нас враг, кто у нас союзник? Это первая задача, значит, сделать врага как можно меньше, чтобы его было меньше тупо. Вот на поле боя, где угодно, чтобы их было меньше. Да? Чтобы у них не было там этих самых там добровольцев, например, да? Чтобы сама мысль пойти, значит, русскому в добровольцы была западло. Вот, и чтобы все на него пальцами показывали, вот козел пошел, значит, там, добровольцем воевать в Украину. Вот к этому надо стремиться на самом деле. Вот. А работает сейчас все наоборот. Вот у них там уже волонтеры, у них там уже денежки собирают на армию. Это результат, значит, украинской пропаганды, это результат западных санкций и всей вот этой вот беды. Ну, как раз сейчас выходит книжка, значит, Хопы, ну, они Хопы, там сборник, значит, про войну, вот там это все есть, что, в принципе, всегда стремится государство превратить войну в тотальную войну. Что значит тотальную? То есть максимально втянуть туда население. Вот. В нашем случае это логично, да, то есть потому что на самом деле мы страдаем, то есть это война украинского народа, а не украинского государства. Украинское государство давно бы уже сложило лапки, если бы не украинский народ, вот, который держит его за яйца, значит, и всячески следит, чтобы оно, значит, не сдало, значит, москалям. Вот. А в России-то наоборот. Вот, но там это дело все Путина, который, значит, от которого даже, ну, мягко говоря, там офигевала поначалу вся эта, значит, их элитка. Вот. А теперь туда втягивают, значит, еще и вот этот вот русский народ в это дело. Естественно, они хотят это сделать. Так а почему мы им оказываем в этом деле помощь? Вот я этого не могу понять вместе, ну, с западными друзьями. Но это опять-таки, эта тенденция, и избежать этой тенденции практически невозможно. Да? То есть вот современное государство любую войну стремится превратить в тотальную. Тотальная война, значит, вот мы против они, то есть все мы против все они. Вот это. Вот либертарианская война так не делается. Либертарианская война делается не с целью, значит, вести войну как таковую, да, как в случае тотальной. Почему это так? Потому что надо просто воевать. Им надо воевать. Вот. А либертарианская война ведется с целью выиграть войну. Вот. Если у вас цель выиграть войну, вы не будете устраивать тотальную войну, вы будете действовать максимально эффективно. Да, то есть там, где это приносит результат. То есть убить Путина, например, я много раз говорил, первая цель number one для либертарианцев во время войны – это товарищ Путин Владимир Владимирович. Вот, значит, выдаем ордер на, так сказать, убийство, вот вам, значит, счета открытые, вот кто, значит, принесет голову, вот, пусть их будет даже 12, значит, этих Путиных там двойников, неважно, по одному, значит, будем убивать, вот, и, пожалуйста, получайте ваши денежки, вот вам, значит, памятник еще поставят потом. Вот, вперед. Да, то есть это цель номер один. Сейчас даже разговора об этом нет. Нигде во время войны, с самого начала, не ставился вопрос о ликвидации товарища Путина Владимира Владимировича. Вот. А наоборот, шли разговоры о том, что надо переговоры с ним вести, что надо там на G20 оно там поедет, будет там ручкаться, значит, со всеми вот этими остальными негодяями. То есть вот просто надо понимать, что вот так выглядит война для них. Да? Вот, что у нас и у них разные войны и разные задачи. Вот, соответственно, у нас разный подход к тому, что такое санкции, для чего. То есть они вводят санкции для галочки, вот, для разжигания, значит, превращения в тотальную войну, вот, а нам нужно войну выиграть. То есть, вот у нас поэтому разные подходы, разные задачи и, соответственно, разная оценка происходящего. Так, вопрос, кстати, провокационный есть вопрос. Откажетесь от пенсии, не признавая государство?
сейчас пенсию на самом деле Еще еще не нужно так просто, добиться этой пенсии. да, еще не так просто получить. Вот я пока этого не делал, вот и делать пока не хочу. Но на самом деле я не вижу здесь никакой, то есть вот это, меня, честно говоря, смешит вот эти все требования, а, что если ты там против государства, ты не должен там еще что-то там делать. Да должен я все. И в государственную поликлинику я пойду, ну вот, если припечет. Там мои деньги тоже есть, у меня эти деньги отбирают. Ну вот. То есть я не отрицаю на самом деле, ну как, то есть нет такого, что, как это объяснить? Ну вот амиши, да, вот они живут себе, значит, они добились, что их никто не трогает, да, но у нас-то другое, да, то есть у нас нет как бы религиозного мотива здесь никакого, ну вот. То есть мы просто, нас ставят в ситуацию, когда все вокруг, ну вот как бы государственно. Но это не значит, что мы не должны этим пользоваться. Я, например, не пользуюсь госмедициной просто потому, что я не хочу там ходить. Вот мы недавно вынуждены были воспользоваться, я вспомнил, какой это ужас. Я всегда пользуюсь часто, даже несмотря на то, что как бы доходы у меня небольшие, мягко говоря. Ну вот. Просто потому, что я не хочу вот этого гемора всего, связанного с госмедициной, когда ты приходишь, там 3 часа сидишь в этой очереди, все вокруг тебя кашляют, значит, ты оттуда точно уйдешь больным. Ну, вот как минимум, да. Да, понимаю, можно ходить так, тренировать иммунитет туда, в поликлиничку, ну вот, может быть, да, вот, но потом тебя примет какая-то тетка, быстро что-то выпишет, там, значит, вот, там никаких обследований тебе делать не будет, ну и так далее, и так далее, и так далее, то есть все мы это знаем, вот. Но бывают ситуации, например, такие как дороги, да, то есть вот если вы либертарианец, то значит тогда и дорогами пользоваться не должны, потому что они государственные, да, ну извините, меня поставили в эту ситуацию, у меня нет выбора. Нет выбора у меня никакого. Ну вот. Опять-таки, у вас там не должно быть пенсии. Ну хорошо, но если бы это были бы нормальные деньги, да, то я бы просто делал бы сбережения. Но поскольку инфляция их жирает, ну вот, это же сделано, ну, это же сделано, ну, не то, что специально, может быть, и специально, конечно, но теперь они, может быть, и понимают, но вообще так работает система, да, она всегда работает таким образом, что складывается впечатление, что это сделано специально. Вот посмотрите, ну, вот все сделано очень логично. Человек должен зависеть от государства всю жизнь, особенно в старости. А в нормальном обществе должно быть наоборот. И оно немножечко даже видно и у нас, да, то есть вот старый человек – это богатый человек, вот у него уже есть там, он уже там, ну, как минимум квартира у него есть, да, почему? Потому что он всю жизнь работал он ради чего? Ради каких-то целей, ради каких-то благ, которые, он эти блага получал так или иначе всю свою жизнь. И к старости поэтому он должен быть богат, ну, более-менее, да, то есть, понятно, одни богаче, другие нет. Вот. Но фиатные деньги делают так, что, например, денежных сбережений у вас не будет. Вот, да, материально еще худо-бедно, там, в виде квартирки, там, того другого у вас уже к старости могут остаться, но денежных точно не будет, потому что инфляция все съест. А представьте, что нет, значит, инфляции, представьте, что у вас нормальные деньги, просто откладывая по чуть-чуть, вы к старости будете иметь эти деньги себе вместо этой пенсии, и вам эта пенсия нафиг не нужна тогда. Понимаете? То есть решать надо вот таким образом для начала, да, то есть вот у вас нормальные деньги, вот у вас есть способ как бы накопления, да, а то представьте, придут себе монархисты к власти, они отменят пенсионную систему, а вот Нацбанк они не тронут, потому что это святое, везде есть Нацбанк, значит, Нацбанк должен регулировать вот эту вот их валюту, они же в большинстве случаев выступают тоже за единую вот эту государственную валюту, соответственно, у них будет инфляция, потому что никакого другого результата деятельности Нацбанка, кроме инфляции, не бывает. Ну, как бы в глобальном смысле. Вот. И, соответственно, у них будет ситуация, когда опять в старости, значит, человек бедный, денег у него нет, просто потому что есть Национальный банк, просто потому что есть как бы инфляция, и тогда они будут чесать свою репу и думать, блин, надо, наверное, пенсионную систему опять вводить, понимаете, вот это да. Вот это да. А просто потому, что деньги испаряются. Да? Вот ты их положил, а они раз как лед там этот самый растаяли, понимаете, там испарилась эта вода, и все, их больше нет. Вот. Поэтому претензии эти не принимаются категорически, что там должны от чего-то там отказываться. Вот. Что либертарианцы точно как бы не должны, вернее, делать, и то это так на самом деле, то есть это можно прокрутиться тоже, это не участвовать в этой деятельности, то есть не идти, например, работать в налоговую инспекцию, вот, или в полицию, вот. А если идти, то в качестве шпиона там какого-то, или агента там, или с целью там развалить или узнать что-нибудь, да, потом быстро оттуда свалить, вот.
То есть это да, это действительно противоречие, да, не участвовать самому, да, то есть вы не можете быть этим гуманистом, участвуя в пытках. Вот, то есть это как бы действительно противоречие в этом деле. Вот. А когда вы пользуетесь вот тем, при том в ситуации, когда у вас нет выбора, вот, то тогда тут нет никакого противоречия. Вот, когда выбор есть, да, тогда используйте частное. Как в случае, допустим, с медициной, которая худо-бедно пока еще можно, но уже тоже будет очень ограничено, потому что, как выяснилось, все эти правила с рецептами, они на частную медицину тоже распространяются. Вот, и теперь, значит, вы не можете просто так пойти, минуя всякого вот этого вот участкового врача, а просто так пойти, значит, к частному, и он вам не выпишет уже ничего. Да? То есть уже разницы между частной медициной и госмедициной нет в этом смысле, потому что надо контролировать ваше тело, контролировать ваше здоровье, и чтобы в случае чего вас всех убить. Да, то есть почему это делается, вот люди почему-то не понимают. Давайте вспомним Майдан. Да, вот у нас, значит, Майдан в Киеве. Люди используют активно что? Частные различные конторы, частные такси, они набираются, значит, на Майдан на такси. Ну вот, они тут все, что делает государство, отключает метро. Отключает метро, потому что это, значит, госпредприятие, чтобы люди не могли доехать на Майдан на метро. Вот точно так же для этого же и делается все остальное. То есть в случае чего мы нажимаем волшебную кнопочку, и вы, значит, все, вы чего. Но слава богу, было опять-таки частное такси, вот, на котором можно было доехать. Частные маршрутки, на которых можно было доехать до Майдана. Ну, вот. Потому что, значит, еще не все было как бы в руках вот государства. Но вот оно к этому идет. Оно благодаря усилиям всех этих прогрессивных любителей смарт-городов и прочее вот этого вот ужаса, вот опять-таки смарт эти города, они для чего? А для того, чтобы не было у вас майданов никаких возможностей вообще. То есть все вам отрежут, все будет управляться, значит, по кнопочкам. Вот. То есть это точно так же и вся вот эта вот там катавасия с рецептами. Понятно, что там есть большой коррупционный, а точнее меркантилистский интерес. Да, безусловно, там на этом деле нагрела, значит, руки прежде всего вот эта контора, которая выдает, значит, допуски, оказывается, аптеки покупают, да, и прочее, значит, вот эту всю систему вот электрическую, с помощью которой все эти рецепты теперь будут выписываться. Да, они, конечно же, на этом хорошо нагрели руки, но для системы это не имеет значения, да, то есть вот в итоге получается вот такой вот концлагерек маленький, да, то есть вот все это работает вот так. И вот в такой ситуации скажите мне, как человек может от чего-то отказаться и чем-то не пользоваться, если он по дороге ступить не может, потому что она государственная. Вот. А еще давайте в Советском Союзе. Вот анархист в Советском Союзе, вот где вообще все тотальное государство. Еда, например, государственная, производится государственными этими. Как ему жить? Вот. Это чушь собачья, то есть предъявлять эти требования, потому что, собственно говоря, позиция анархиста-либертарианца, она не состоит в том, что я не буду пользоваться. Да? Вот позиция Амиша как раз состоит в том, что я не буду пользоваться вот этим. Вот, потому что оно там какое-то у них там греховное особо. Ну, вот. А позиция либертарианца не состоит в том, что я не буду пользоваться. Она состоит в том, что этого быть не должно. А это не значит, что я не буду этим пользоваться. Это две как бы разные позиции совершенно. Тут теперь вопрос у нас есть, видимо, короче. Здравствуйте, можете ли назвать автора и экономиста Австрийской экономической школы, который первый выработал 3 основополагающих принципа либертарианства? Не знаю, какие 3 основные. А что это за принципы такие? Такой вопрос. Какой вопрос, такой ответ. Тогда, Сергей Донин, уточните, пожалуйста, свой вопрос, и мы вам на него ответим, если сможем. Есть вопрос... Либертарианство один принцип, то есть, как мы много раз говорили. Самопринадлежности, да. Самопринадлежность, из него все следует. Автором был товарищ Ротбард. Вот. То есть не он был автором принципа самопринадлежности, он просто совместил все эти вещи вместе. Да? Там вот я многократно публиковал это дело, и на сайте у нас Mises.NU оно есть. Почитайте предисловие Хоппе к книжке к новой свободе, где Хоппе очень классно, емко и кратко описывает вклад Ротбарда в это дело, что он, собственно говоря, сделал. Вот. Поэтому там это все становится ясно и понятно, и вот это чтение, оно как бы ответит на этот вопрос. И есть у нас вопрос. Расскажите историю про табличку Мизеса во Львове. Я не знаю,
Вот. Но тут, наверное, более широкий вопрос, потому что даже в группе либертарианства там возникает вопрос, а расскажите историю украинского либертарианства. И многие у нас в комментах приходят молодежь и говорит, о, оказывается, и дедушки за нас. То есть для многих кажется, что вот они прочитали Ротбарда или Хайека, а до них вообще ничего не было, вообще ничего не существовало. И они очень удивляются, когда попадают на наш канал или даже в группу либертарианства. И тут оказывается, опа, оказывается, жизнь-то и до этого была. И вот, ну, это, наверное, Ну, свойство молодежи это немножко казаться, что... грустно. Да, это, с одной стороны, как бы немножко грустная история. Это похоже на историю вот наших киевских различных деятелей, там, которые, там, например, состояли в украинском клубе, там, и вот таких, например, людей, как Попович Мирослав, там, и так далее, которые были антисоветчиками, с одной стороны, а с другой стороны, они, ну, и прикладывали усилия определенные, да, там, просветительские и прочее, для вот этого всего. Вот, или там Набока, вот, ну и прочее, там массу могу вспомнить, большинства из них уже, так сказать, нет с нами, вот, и вот они разваливали этот Советский Союз, а он вдруг взял и развалился, вот, и как-то вот, и вроде как и без их особых усилий, получается, да, то есть не они, скажем так, стали причиной того, а они, ну, рисковали, многие из них как бы своей жизнью даже, вот, в этих усилиях. Да, сидели там по тюрьмам многие, а многие как бы и не сидели, просто, ну, как бы диссидентствовали так или иначе. Вот. И вот они все это делали, и вдруг оно раз и развалилось. Мы еще пока не в этой ситуации, конечно, да, вот дай бог, чтобы действительно, чтобы такая ситуация была, потому что, ну сказали бы, ну да, все-таки вот оно там луснуло, это государство, но мы где-то тоже там руку приложили, но как бы вот оказалось, что этого можно было, может быть, и не делать, это бы все равно. Вот. Но вот эта ситуация в этом похожа, что есть как бы новое поколение, которое действительно не знает, там, что происходит. Вот. Ну вот представьте, сидит такой Попович, да, я его, в принципе, так знал. Вот, то есть, ну, по крайней мере, мы с ним пересекались на разных мероприятиях, там общались. Вот. И тут вот прихожу вот такой я, да, то есть как бы из другого поколения, потому что, ну, я там младше его гораздо. Вот. И начинаю что-то там рассказывать за права человека там, и так далее. То, на чем он, ну, как бы собаку съел, да. Вот. И я не знаю, что был Попович, что он там боролся там за что-то, да, что он там философией там задевался, там проталкивал разные. Ну, понятно, они достаточно левые, конечно, были все эти штуки, но тем не менее это все равно было. Как бы нельзя делать в Советском Союзе. Вот. И что была там Киевская школа философии и все такое прочее. Вот. А тут приходит какой-то Золотарев, значит, который вообще никогда к этому никакого отношения не имел, и начинает что-то рассказывать. Значит. И говорит, о, еще и Попович, оказывается, есть. Ну вот, поэтому, да, это имеет место, но это все, к сожалению, это на самом деле и хорошо, да, то, что есть люди, которые сами читают этих Ротбардов, где-то их находят, почему-то им интересно это читать. Вот. А с другой стороны, плохо это тем, что, ну, не то, что плохо, а как бы это говорит о важном упущении, о том, что нет некой такой среды, которая бы действительно, ну, функционировала как школа в хорошем смысле этого слова. То есть, когда знания передаются, и школа уже, ну, как школа вот, научной мысли, да, это, ну, это долгий процесс, вот, когда есть много ученых, которые работают с одной как бы методологией, вот, с одной аксиоматикой общей, вот, и они в ходе там дискуссий, даже иногда расколов там различных и так далее, но тем не менее работают в одном и том же русле. Да? Вот желательно было бы, конечно, вот если бы такое что-то было, то и результат был бы, конечно, совсем другой. Да, вот мы говорим, вот австрийская школа, вот, которая началась с Менгера, а Менгер-то себя не считал никакой вот австрийской школы. Там предисловие читаешь к его, значит, этой книге «Первые принципы экономической науки», и он благодарит, значит, немецкую, то есть германскую, да, то есть это разные были страны, но тем не менее он мыслил себя экономистом в рамках германской науки, вот, а где тогда доминировала историческая школа, вот, с которой потом у Менгера произошел разрыв категорически, и после этого разрыва уже и родилась австрийская школа, но сам он себя не считал никаким представителем, значит, какой-то особой австрийской школы, хотя он ее создал. Вот. И за ним пошло-поехало, там, Бюмбаверг, там, Визер, значит, и
а за ними уже и Мизесы с Хайеком, значит, и прочие Ротбарды. Вот это как направление, да, как некая преемственность в полемике, может быть, даже где-то, еще раз говорю, в расколе, потому что есть еще такие товарищи, как Шумпетер у нас, который тоже ученик Мизеса, но который, значит, решил мейнстрим все-таки не предавать, да, то есть он как бы немножко австриец, а немножко и нет, то есть у него такая позиция больше мейнстримная, но тем не менее он как бы ученик Мизеса, он никогда от этого не отказывался. Но вот даже вот в такой ситуации это был бы, конечно, уже другой результат. Другой результат, это было бы лучше гораздо, чем то, что есть сейчас, когда это несколько, с одной стороны, такая, опять-таки, децентрализация, да, это хорошо. Да, такое труднее подавить, потому что оно само по себе существует, нет никакого начальства и никто не решает. Но наличие школы – это, опять-таки, не наличие начальства, да, это наличие общих площадок прежде всего, общих дискуссий, там, обсуждение каких-то проблем, то есть, грубо говоря, тусовки, да, то есть вот тусовка – это правильное, наверное, слово, которое точно определяет то, что должно действительно происходить, то есть должны быть семинары, должны быть какие-то такие там лекции там, и так далее, и так далее, и так далее. Собственно говоря, то, что я пытался делать в свое время, там, читая там какие-то лекции там, и так далее, выпуская какие-то ролики. То есть вот это все является и организующим опять-таки звеном, потому что бывает так, что люди приходят, код. Бывает так, что люди приходят как бы становится известно, что кто-то, например, такой-то человек там что-то такое высказывает постоянно, но они не знают всего, что было до того. Того, что многие вопросы уже были, значит, уже, много раз там обсуждались, а для него это новые, как оказывается, вопросы, да, или еще, и что вот такие штуки там проговаривались, а он это дело не проговаривал. Чтобы всех этих проблем избежать, да, такая тусовка необходима. Желательно, конечно, которая бы имела бы и как бы какие-то видеоматериалы, и, грубо говоря, там видео отчеты не только в виде лекций, но и в виде там семинаров, то есть там публикации в буквальном смысле слова, да, то есть когда это там и стенограмма, и расшифровка, и потом и обсуждение, то есть да, это было бы идеально. Это было бы идеально, и я думаю, что результат опять-таки был бы другой, то есть эти люди все бы друг друга как минимум знали, как-то там уже общались бы потом между собой без этих площадок, там, выясняли бы какие-то подробности, вопросы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все это, но, к сожалению, все это опять-таки упирается, как всегда, в деньги, потому что даже такое минимальное администрировать, то есть кто-то должен это все организовывать, и, соответственно, кто-то должен за это дело что-то получать, потому что мы все живем на грани выживания с нашими доходами, да, то есть у нас нет как бы лишних, что называется, времени, нет лишних денег, к сожалению, для того, чтобы у большинства, для того, чтобы, скажем так, работать как волонтеры, да, то есть как пожертвователи своего времени там на такие моменты. Иногда это можно, иногда нет, но это всегда как бы трудно. Трудно, поэтому желательно это должна быть, конечно, регулярная деятельность. То есть такие штуки, как институты, да, институты, они в этом смысле организационно помогают. То есть там есть какие-то люди, которые работают за зарплату, и они, собственно говоря, и заняты подготовкой и организацией таких мероприятий, и потом обработкой и публикацией как бы результатов этого всего, там, видео или текстов, там, или того и другого, уже не важно. Ну и желательно и популяризация, там какая-то реклама должна быть. Но опять-таки это деньги, да, то есть пусть даже и не очень большие, но это деньги, потому что этатисты этих денег не жалеют. Еще раз говорю, то есть мы в этом смысле находимся в абсолютно несопоставимой как бы ситуации. У них и чиновники есть как бы платные, все они пропагандируют этатизм, да, то есть они 24 часа 7 дней в неделю, они этим как бы заняты, и им за это платят. Плюс еще у них есть научные институты, разные аспины, там, разные там римские клубы, телевидение, то есть все, все у них в руках. Да, и на этом фоне там жалкая кучка, значит, людей, которые там за небольшую копеечку пытаются что-то это противопоставить. Ох, эти коты, господи, брысь. Но, конечно,
выглядит, ну, грустно, но хотя бы так оно должно быть. Хотя бы так оно должно быть, чтобы человек, который хочет понять, который видит, что что-то здесь все-таки не то, да, а вот как то он хочет узнать, чтобы он понимал, куда ему пойти, кого ему послушать, что ему почитать. Вот. Что Ну, касается ну, истории как бы либертарианства, то, ну, я не знаю как бы этой истории, вот, потому что была история классического либерализма еще до того. Вот. Ну, я уже говорил, да, что было даже у нас две политических партии. Вот мы с Дмитрием представители как бы двух этих партий разных, вот, ну, вот, значит, которые пытались здесь работать в рамках классического либерализма. Мелкие партии, вредные, вот, но в какой-то степени оказывающие влияние, потому что мы входили в такую организацию, как «Новая Украина», вот, которая в свое время там, ну, имела, скажем так, серьезный вес. Да, то есть мы в эту организацию тоже входили, и там я с Климчуком мы были как бы членами президиума этой организации, а Климчук это как раз лидер Либерально-демократической партии Украины, очень, кстати, толковый, хороший человек, который меня многому научил. Вот. Влияли, да, как могли. То есть, да, то есть что-то там рубили какие-то вещи, пытались там пропихивать какие-то вещи. Значит, некоторые вещи даже удалось пропихивать. Вот. Но, тем не менее, партийная деятельность результатов не принесла, она не могла их принести, да, вот как выяснилось. Все эти партии погибли благополучно, ни одна партия до сегодняшнего времени, кроме там СДПУ, я не знаю, существует она или нет, не дожила, причем это на наших глазах происходило, как, значит, СДПУ это было в итоге превращено сначала там они там постепенно ее покупали, эту партию, то есть там остались и старые кадры часть, вот, когда Суркис с Медведчуками, значит, ее прикупили, вот, но потом постепенно все именно партийные кадры оттуда были, те, кто идейно был, значит, в этой партии, были практически все оттуда выдавлены, да, и дальше это был олигархический проект. И, собственно говоря, любая партия теперь, которую вы не возьмите, это просто олигархические проекты. Для того, для этого, вот там «Слуга народа» непонятно кто, да, вот это все типичные, это не партии. То есть, да, это не партии. И по-другому, опять-таки, а вот давайте мы создадим свою. Вот я человек, который это все прошел, я вам говорю, не надо это, вы потратите кучу энергии, вы получите массу негативных эмоций, вот, и в итоге вы ничего не получите. Да? То есть я еще раз говорю, что партию вы можете создавать только как орден меченосцев, вот, со строгой дисциплиной там и прочим. Причем одноразовую партию. У вас должна быть стратегия одноразовая. Вы один раз победили, все ликвидировали и ушли, закрыли дверь, выключили свет. Все, после вас никаких выборов больше происходить не должно. Вот в такой стратегии партия может быть как ликвидатор. Да? Но тогда все в этой партии должны быть ликвидаторами. Поэтому, там, я еще раз говорю, дисциплина, обучение, то есть там в такой гипотетической партии, которой стоило бы, да, допустим, вот мне сказали бы, вот давай займешься, я сказал, да, но это должна быть только такая партия, вот, о которой я сейчас говорю. То есть орден меченосцев. Да? Там это, кстати, Ленина, по-моему, слова про орден меченосцев. Вот, да, и в этом смысле Ротбард, как бы ориентируясь на большевиков, он прав. Только такая партия, она может действительно воплотить в жизнь программу, потому что все партии вот эти, они не для программ, понимаете? Они вот все, и которые в Америке, которые у нас, где угодно, это все группы заинтересованных как бы по-разному и в разной степени людей для того, чтобы что-то там зарегулировать, вот, получить привилегию, подавить конкурентов, вот, и так далее, и так далее. Это вот что это такое. Да? Никакой программы, никакой идеологии за этим очень давно нет. И я сильно сомневаюсь, что там всерьез когда-то что-то было. Вот, потому что везде мы найдем. Значит, допустим, там, когда Линкольн создавал республиканскую партию, вот, там были четкие интересы, например, промышленников, значит, севера. За ней стояли, и он и действовал как бы в соответствии с ней. Вот. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть там, если это все имело вид идеологии, может быть, на самой заре, значит, американской этой республики, да, там, когда там были там джефферсоновцы, да, вот это вот Любарский пытается все это возродить. Но это невозродимые как бы вещи. Вот. Возродить это все
нельзя, потому что немедленно, даже вот в наших партиях, маленьких, карликовых, да, партиях все равно заводились какие-то персонажи, которые пытались какие-то, значит, пропихивать свои там какие-то свои интересики маленькие. Вот, они немедленно там как глисты. То есть, ну вот, я не знаю, но это какой-то закон. Вот, есть, так сказать, природы на этот счет. Ну, вот, то есть даже, но вот у нас нет никакой власти, да, то есть мы не министры, не депутаты, вот, но тем не менее персонажи заводятся. Вот каким-то очень, значит, таким вот волшебным образом, да, то есть они немедленно, потому что они чувствуют вот запах где-то, тогда, то есть ладно, сегодня ты не властен, но завтра можешь быть. Вот есть инструмент, он называется политическая партия. И мне надо туда, потому что вот это способ, с помощью которого я могу повлиять на законодательный процесс, тем самым решить свои какие-то финансовые, значит, там и прочие, значит, проблемы. Все. Очевидная стратегия, вот она, значит, всем доступна, у всех она на виду, и она, соответственно, привлекает таких людей туда. То есть вот, да. Поэтому это все работать, ну, в таком виде это не может. Поэтому говорю, это может работать только в виде ордена мещедосцев. Вот они там, значит, вот там 10 лет их учат где-то там, значит, в тайне от всех остальных. Вот они как масоны, значит, там, вот у них там все вот это вот тайное, ходят, читают Мизеса, там наизусть учат, вот, друг другу рассказывают, значит, и они понимают, что их миссия спасти, ну, это самое человечество, ни больше, ни меньше. Вот они приходят, выигрывают выборы все вместе, да, то есть это же должна быть еще тотальный контроль. Вам просто выиграть выборы мало. Вам нужно получить сразу же большинство в парламенте, иметь своего президента, вот, иметь запас на все посты своих людей, да, то есть всех министров, то есть в чем будет роль министра, он приходит, всех увольняет, и министерство закрывает и уходит. То есть если человек вот готов выполнить такую функцию, вот, а для этого нужно, ну, как бы хорошенько идеологически подготовить, да, вот если у вас таких людей вот наберется на все посты, условно говоря, там в государстве, вот, тогда мы можем говорить о политической партии, о том, что, да, тогда политические методы принимают. Во всех остальных случаях нет. Ну, нужно упомянуть еще, что у либерально-демократической партии был институт либерализма, возглавляемый Климчуком, кстати, и до самой смерти Климчук возглавлял институт либерализма. Некоторое время они собирались у меня, то есть мы и они, мы собирались у меня в офисе, там раз в месяц проводили какие-то посиделки, оно все это существовало в начале 2000-х, это еще было. И собственно, любая, да, партия – это удивительный инструмент. На самом деле, по поводу создания партии, открою сразу секрет, ее не надо создавать. Если есть группа людей, которые готовы этим заниматься, всегда можно купить пакет документов. А во время войны сейчас пакет документов партии стоит очень дешево. Ну, не только во время войны, а из-за того, что у нас фактически одна сейчас осталась – «Слуга народу» партия, все остальные – это так. Поэтому пакеты документов стоят очень дешево. Желающие поиграться в политику всегда могут там за 10-20 тысяч долларов купить пакет документов с готовой партией и начинать развлекаться и портить себе нервы. Ну, по большому счету, каждый человек проходит свой путь, и если есть такое желание этот путь пройти, то на сегодня бюджет входа в политику достаточно маленький, но и нужно понимать, что никаких результатов вы с этим маленьким бюджетом, собственно, не добьетесь, просто будет, ну, можно будет поиграться. Это дело такое. Я уже говорил не один раз, что я помогаю людям становиться политиками, потому что если человек хочет набить шишек и поиграться в эти игры, то почему бы нет? А если он еще за это платит, то почему бы на этом не заработать? То есть все вполне просто и цинично. Все равно ничего особого это не поменяет концептуально. То есть играться можно, не вопрос. Ну, а вопрос института либертарианства, наверное, ну, пока у нас есть YouTube-каналы, есть, в принципе, сайт, на котором, и не один, на котором можно размещать текстовые файлы. Ну, сейчас искусственный интеллект нам в помощь, теперь это все гораздо проще. То есть можно расшифровывать на лету информацию, создавать из них статьи, это достаточно интересно. Ну, про искусственный интеллект мы поговорим отдельно, но вообще этот инструмент мне очень нравится. Я не знаю, почему такая паника вокруг. Он позволяет делать вещи, на которые раньше уходили там месяцы, теперь за день, в принципе, можно все сделать. Благодаря помощи того, что пока еще называется искусственным интеллектом, но еще нужно сделать оговорку, что искусственным интеллектом не является.
это просто инструмент формирования текстов или генерации картинок. Его трудно назвать еще интеллектом. Но, по крайней мере, работает. И значительно упрощает жизнь. Кстати, всем советую, пользуйтесь, потому что очень-очень экономит время. Да, пока не Ну, запретили. А то уже пока не там, запретили. А то в Италии уже пытаются да, в запретить. Италии уже начинают. Вообще какой-то идиотизм. Ну, как можно запретить прогресс, я не знаю. Ну, хотя, с другой стороны, в этой жизни много чего запрещали. И машины запрещали, автомобили запрещали, там, конвейеры запрещали. Чего только не запрещали. И паровые машины взрывали. Ну, история повторяется. Ну что, наверное, час 20 мы поговорили, на все вопросы не ответили. Тут есть еще вопрос такой, я не знаю. Вот я прошу прощения сразу всех, кому мы не ответили на вопросы. Давайте на следующий раз вы это, их в комменты забросьте, мы на них ответим. Вопрос просто несколько раз в чате задавали, это я уже задам. А как пану Владимиру построение общества, по примеру Роберта Хайнлайна из «Звездного десанта»? Я, честно говоря, не помню, что там за «Звездном десанте» было построение общества. Там республика. Там республика римская, как бы в римском варианте. Ну, примерно так. Ну, я как бы хорошо отношусь к идее. Ну, надо понимать, что республика это не государство. Но у Хайнлайна, по-моему, там все-таки элементы этого государства присутствуют, так или иначе. Вот. Но в принципе это не государство. Римская республика там в свои лучшие времена государством не была, так же, как и греческие полисы. Опять-таки в разное время разные полисы, там, то есть когда говорим греческий полис, какой полис, какое время, а у них там менялось постоянно, то там тиран, то не тиран, то олигархия, там, то еще что-нибудь. Вот, поэтому, но условно говоря, греческий полис в его идеальном как бы состоянии, вот, и Римская республика, это не государство, да, то есть это другие, это, ну, это как бы формы свободного общества, потому что там нет налогообложения, да, там рабство, но это другой вопрос, который можно быть республикой и без рабства, это не критически важно, на самом деле. Вот. Там нет государственных расходов, нет бюджета, да, то есть вспомним, там Рим это общественные все вещи строились за частные деньги, то есть это либо были пожертвования вот, известных как бы, персонажей, они тем самым получали авторитет, да, который имел очень большое значение, и на нем в общем-то, это был, ну, как бы такой смазочный материал в этом обществе, да, то есть такой ресурс, который использовался в этом обществе, на нем строилась как бы общественная жизнь, вот твой вес, твой так сам, то есть, ну, достаточно сказать, что самой должностью, скажем так, то есть магистратом, да, который вызывал самые жаркие споры и самую отчаянную борьбу среди вот этих патрициев, была должность, но опять-таки должность, они денег-то не получали за это все. Вот, была должность устроителя городских праздников. Вот за нее шла ожесточенная борьба. Да? Почему? Потому что этот человек тратил огромные, тратил свои деньги. Он ничего не осваивал, не воровал. Наоборот, шла борьба за то, чтобы потратить как можно больше денег. Вот, и это позволяло сделать именно должность вот этого устроителя этих праздников. То есть другие были менее затратными в финансовом смысле. Вот они боролись за вот это вот для того, чтобы получить славу, почет, чтобы тебе памятник поставили и так далее, так далее, так далее, так далее. Вот так вот функционировала как бы в идеале вот эта республика. И там примерно, ну, то есть там похожие как бы вещи, да, оно там часто пишут, что это типа, значит, там фашисты, там туда-сё. Вот. Но там, значит, принцип такой, если ты не служил, а опять-таки, ну, что такое республика, значит, всеобщая воинская обязанность, как часть, значит, того, что все как бы люди, ну, это общее их дело, да, то есть республика. Вот, это общее дело, да. Речь Посполита точно так же переводится, да, это общая вещь. Вот. То есть общая вещь, она в том числе включает в себя и обязанность, значит, участвовать в обороне в случае войны. Вот. То есть поэтому вот у Хайнлайна так. То есть тот, кто служит, тот, соответственно, имеет политические права. Тот, кто не служит, значит, тот прав никаких не имеет. Вот это как бы, ну, это республиканский принцип. Тут как бы ничему в этом смысле удивляться не надо. Вот, ну, но в любом случае, еще раз говорю, республика в своей идеальной версии это как бы не государство, поскольку там нет налогов, вот, обязанность эту служить вы можете там чем-то заменить потом, если что, и так далее, так далее, так далее.
Вот. Но это опять-таки логически следует, потому что это союз как бы людей, да, в случае Рима это был союз семей, вот, которые, собственно говоря, и образовывали этот сенат, вот, вот этих вот самых вот патрициев, вот, которые вот таким образом решают вопросы между собой и в рамках союза там исполняют, значит, поскольку союз, ну, их всех усиливает, да, то есть вот в рамках этого союза они как бы делают определенные вещи. Вот. Но опять-таки нет никакой там конституции, нет никакого законодательства, нет никакой вот этой вот всей фигни, вот, нет никакого бюджета, вот, а общественные, различные так называемые общественные, опять-таки, мы предлагаем другой вариант, да, то есть там либертарианцы говорят, что оно просто должно быть частным, а республика, в данном случае римская, делала это через институт, скажем так, славы, почета там и так далее. То есть, что вот почетно построить баню в таком-то городе, и вот такой-то человек, значит, построил баню за свои деньги, вот, и он молодец. И все об этом знают, его любят и лелеют, значит, за то, что он построил им баню. То есть, вот так вот оно у них работало, вот это было, как бы, при том, что эта баня общественная. Да, то есть туда открыт доступ кому угодно, ну вот, но построил ее частный человек и содержит за частные деньги. Были другие варианты, были варианты, уже позже были варианты платные, например, там эти же виадуки, их строили частные лица, но они же и брали денежку потом за воду, вот, для того, чтобы этот виадук как-то там обслуживать уже в дальнейшем. Но это было там немножко позже. Но вот тем не менее, как бы все это функционировало именно таким вот образом, и, ну, это хорошо, скажем так, да, то есть это как бы вещи достаточно добровольные, вот, никаких налогов нет, никакого вот этого ужаса, значит, политического нет, но я могу долго тут рассказывать, потому что, да, такая система, как Рим, она, конечно, неизбежно несет в себе зерно собственной гибели, вот, поскольку там есть политика, опять-таки есть борьба определенная за власть, там все эти консулы и вся вот эта вот история, связанная с войнами, а потом и, ну, собственно говоря, что его погубило, да, то есть его погубила дань. То есть, когда возникли провинции, а провинция это уже прообраз государства. Вот что такое провинция? Это территория, с которой берут дань. Да, то есть римский гражданин налогов не платит, а вот различные там покоренные племена, а именно территории, на которых они проживают, да, то есть туда то есть было два варианта, то есть брать дань, условно говоря, по членскому принципу, то есть когда племя платит дань, и он тоже применялся. Но римляне применили другой прием, они брали дань с территории и сажали туда, значит, своего там губернатора, вот, задача которого состояла именно в том, чтобы обкладывать данью подведомственную ему территорию. Вот так как бы появился зародыш государства, и который в итоге привел к тому, что это государство и погубило эту республику, и, собственно говоря, оно стало империей, то есть уже как бы государством. Но и то оно уже аж до Диоклетиана примерно еще тащило с собой множество элементов республики. Вот. То есть она долго погибала, эта республика, не сразу, значит, с момента Цезаря, вот, а еще там пару столетий спустя она окончательно погибла. Но тем не менее, тоже такое дело. То есть, условно говоря, это Хайнлайн, это республиканство, да? То есть это другое. То есть мы привыкли просто, что республиканство это, ну, тоже государственные, да, и тоже как бы, ну, вот они на других просто моментах настаивают, но вообще надо понимать, что это не государственность изначально, да, то есть республика изначально это не государство, это просто устройство, определенный тип устройства как бы общества, да, то есть потому что какое общество без государства вы не возьмете, они все будут разными. Вот. Все общества с государством одинаковые, а вот общество без государства разное. То есть, если вы берете там Ирландию и Исландию средневековую, сравниваете между собой, это абсолютно разные общества. Но и там нет государства, тем не менее. Да? Вот это странно кажется. Точно так же республика – это тоже один из вариантов, как бы, который может быть организовано определенное сообщество. Вот и все. Ну, тут еще надо вспомнить, насколько изменило вообще всю жизнь в мире изучение Платона и неправильных его переводов. Бедный Платон, который написал книгу «Политии», который переводится «Города», оно оказалось на латыни «республикой», а в русском и украинском переводе вообще «государство». Государство, да. Да, вообще непонятно почему, и я подозреваю, что перевод Платона достаточно субъективный. Например, даже если рассматривать русские версии этого перевода, это кошмар, конечно. Теперь
Да, времени у меня выучить древнегреческий язык не будет, чтобы перевести Платона, но надеюсь, что кто-нибудь переведет, наконец, его правильно, хотя бы на украинский язык, чтобы отсечь целую кучу вещей, которые от Но он и царей на до английский, коммунистов взяли может быть. себе на щит. В английском он тоже там, на самом деле, там тащит много всякого. То есть это как бы, ну, такой подозрительный персонаж Платон, мягко говоря, да. Пускай даже там это называлось Политея, да, по-моему, так, если правильно это произносить, я уже не помню как. Вот, но и да, и недавно опять этот термин зажил своей жизнью, да, теперь они говорят полития, значит, вот эти вот все, которые там на политологии учатся, значит, их теперь вот этому слову обучили. Вот. Под ним они понимают, очевидно, любое организованное сообщество, где можно проследить какую-то организацию. Вот. Но тем не менее, Платон, ну да, его, наверное, все-таки надо хорошо перевести, но это все-таки не наш человек, так или иначе. Не наш человек, потому что слишком много у него там не нашего. Как-то его мысли оказались... Но они оказались очень хорошо, я же говорю, они повлияли очень хорошо на целую кучу людей, от монархов и до коммунистов, которые выдергивали оттуда то, что им нравится, создавали то общество и говорили, что вот видите, 2000 лет назад придумали, человек не мог не придумать плохого, а вы тут со своей ерундой какой-то. Ну да, Не да, прошедшее временем. да. Не проверенное временем, а это Проверенное выдержано. Да, это выдержано. Нужно внимательно следить и следовать. Ладно, давайте на этом будем заканчивать. Большое спасибо. 1,5 часа мы проговорили совершенно незаметно. Поэтому всем спасибо, кто нас смотрел. Большое спасибо, Владимир. 1,5 часа уделенного времени достаточно много. И поэтому в конце, как обычно, тех, кто нас смотрел, не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки, не забывайте писать комментарии. Кстати, у нас тут в комментариях уже стали, из-за того, что у нас уже больше 2000 зрителей, то есть это большой рекорд, то есть мы перевалили за 2000, это уже на 1000 больше, чем я рассчитывал. Вот. У нас зато прибегают теперь совершенно странные персонажи, которые там, уже и коммунисты появились, и анархокоммунисты тут прибегают, ну и куча этатистов. Поэтому, если есть желание потренироваться в полемике, приходите в комменты и можете с людьми дискутировать и отрабатывать свои навыки. Если не в перевоспитании, но, по крайней мере, там столбить, ставить свои, вешать додзебао, как сказал Владимир, и тренироваться на котиках, пока их мало и они не организованы. Все, всем спасибо, до свидания и до встречи через неделю. До свидания.